Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусную шоколадно-кофейную карамель. Она получится насыщенной, с тающей во рту текстурой, с тонким шоколадным вкусом и мягким кофейным послевкусием. Готовить будем без добавления растворимого кофе. Мы ароматизируем сливки натуральными кофейными зернами и рассмотрим метод горячей ароматизации. Итак, для карамели нам понадобятся сливки жирностью 33%, сахар, темный шоколад, сироп глюкозы, сливочное масло, ароматные зерна кофе арабики и обязательно добавим немного соли, у меня это хлопья соли Fleur de Sel. Начнем с ароматизации сливок. С ее помощью можно придавать десертам самые разные вкусы и ароматы. Можно использовать травы, специи, кофе, чаи, сушеные цветы и многое-многое другое. Мы сегодня используем кофейные зерна. Кофе здесь особенно важен, поэтому он должен быть свежеобжаренным, вкусным и лучше всего подойдет спешлти кофе. Есть два способа ароматизации – холодный и горячий. Холодный способ, он постепенный. Сливки настаиваются с ароматными добавками примерно сутки в холодильнике, и аромат получается мягким и деликатным. Мы сегодня будем использовать горячий способ, он быстрый, он позволяет получить более яркий аромат за короткое время. Выбор способа будет зависеть от цели. Кофейные зерна нужно слегка раздробить, слишком измельчать их не надо. Далее их нужно добавить к сливкам и нагреть все вместе, перемешивая примерно до 70 градусов. Сильнее нагревать не нужно, чтобы кофе не перезаварился. Далее накрываем пленкой и даем настояться около 40 минут. Также пару раз нужно будет приоткрыть, чтобы перемешать. За это время сливки вберут в себя кофейный аромат, который потом раскроется в карамели. Вот такими получились кофейные сливки после настаивания. Они не только приобрели потрясающий кофейный аромат, но и даже приобрели немного цвета. Когда сливки настоялись, их нужно процедить, хорошо отжав зерна, и взвесить. Удобнее это сразу же на весах делать. Так мы узнаем, сколько сливок впитали зерна, и нам необходимо восполнить свежими сливками недостающее количество до исходного. У меня получилось 50 грамм. Начинаем готовить непосредственно карамель. В сотейник с толстым дном добавляем сахар и сироп глюкозы. Ставим на огонь и пока не мешаем. Можно просто легкими потрясывающими движениями равномерно распределить сахар. Когда сироп начнет пузыриться или сахар начнет плавиться, вы заметите жидкий сахар, тогда можно начинать мешать термостойкой лопаткой. Перемешивать нужно короткими движениями внутри сотейника, не вынимая лопатку из массы. Она все время должна оставаться там. Если на лопатке собирается сахар, аккуратно счищаем его ножом, тоже внутри сотейника, не поднимая лопатку. И дальше просто ждем, когда масса станет карамельного янтарного цвета и весь сахар расплавится. В это время параллельно хорошо нагреваем кофейные сливки почти до кипения, но не даем им закипеть, сразу же снимаем. На этом этапе плавления сахара нам важно, чтобы сахар не сгорел, но при этом каждый кристаллик сахара расплавился. Я провожу лопаткой по дну и вижу, что кристаллов сахара совсем не осталось. И как только масса стала равномерного янтарного цвета, мы сразу вливаем первую порцию горячих кофейных сливок, примерно треть от общего количества. Сливки не должны быть остывшими, они должны быть максимально горячими. Если вдруг они успели остыть, разогрейте их снова. Сливки вводим в карамель в 3 этапа с короткими интервалами. Как только сильный активный пар немного утих, добавляем следующую порцию. Будьте очень внимательны и осторожны. На этом этапе поднимается много горячего пара и легко обжечься, поэтому берегите лицо и руки. Когда все сливки добавлены, перемешиваем карамель лопаткой до полной однородности и снимаем ее с огня. Уваривать не нужно. На этом этапе карамель уже готова. Даем ей успокоиться, чтобы прекратилось активное бурление, и затем выливаем ее сразу на шоколад. И при помощи погружного блендера тщательно эмульгируем до однородной гладкой массы.
Кстати, если у вас в карамель попали крупные кусочки кофе, то ее на любом этапе можно дополнительно пропустить через сито. Я это сделала, потому что у меня были кусочки, которые мешали. Карамель приобретает невероятный шоколадный аромат. И теперь перед добавлением сливочного масла нам необходимо дать остыть карамели до 45 градусов. Масло будем добавлять из холодильника. Чтобы карамель быстрее остыла, я переливаю ее в плоскую емкость с тонким слоем и постоянно перемешиваю лопаткой. Так она остывает достаточно быстро. Затем, когда карамель остыла до 45 градусов, возвращаем ее назад в стакан, добавляем нарезанное кубиками холодное сливочное масло, обязательно добавляем хлопья соли и еще раз эмульгируем блендером до полного соединения с маслом. Часть соли можно добавить в самом конце и вмешать лопаткой. Получится вот такая красивая, ароматная, вкусная карамель с кофейным послевкусием и шоколадными нотами. Переливаем ее в контейнер и убираем в холодильник на стабилизацию. После стабилизации в холодильнике карамель загустеет, приобретет вот такую текстуру. Она очень пластичная, тающая во рту, совершенно нежевательная. Карамель подойдет для использования в тортах и в любых десертах. Также как добавка к сырникам, блинчикам, оладушкам и, конечно, как самостоятельное лакомство. И обязательно что-нибудь приготовим с ней вместе. Друзья, у меня на этом все. Я, как всегда, благодарю вас всех за внимание. До встречи в новых видео. Пока-пока.